Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске я вам покажу очень нежную, красивую, воздушную растушевку век. И с этой клиенткой, я думаю, вы уже знакомы. В прошлом выпуске мы проводили лазерное удаление бровок. Можете посмотреть вот здесь. Ну а сейчас я анестезию не наносила. Обычный эскиз я рисую без анестезии и закрепляю первичный проход, соответственно, тоже без первичной анестезии, потому что она частенько дает небольшую отечность, и потом может быть какой-то перекос по заживлению. Поэтому я подготовила себе карандашик, такой же карандаш, которым я рисую брови. Он такой темно-коричневый, практически черный. Его можно красиво растушевать и, соответственно, показать клиенту уже, как это приблизительно будет выглядеть в итоге. Сначала я должна наметить направляющую своей будущей стрелочки. И ее я намечаю с открытыми глазками. Сейчас откроем глазки и на меня посмотрим. Эта направляющая у нас проходит от серединки нижнего века. Даже можно вот так приложить карандашик. Кстати, по построению стрелочек у меня также есть отдельное видео. Можете посмотреть его тоже. Я думаю, будет всем полезно. Но тут у нас также имеется старый татуаж, немного такой неравномерный. Конечно, нам нужно, чтобы это все осталось внизу нашего нового эскиза. Поэтому я провожу вот так стрелочку. И направление века мне как раз-таки диктует направление моей будущей стрелочки. Я примерно намечаю. В открытом виде это все делается, в сидячем положении обязательно. Потому что, как мы знаем, если рисовать сидя, частенько бывает, клиент садится и веки уже неравномерно опускаются, приходится все перерисовывать. Тут тоже присутствуют небольшие такие складочки, поэтому сильно такую длинную растушевку мы делать не будем, чтобы все было очень гармонично, нежно смотрелось, потому что образ моей клиентки очень нежный, надо как раз подчеркнуть ее красоту. Ну и, конечно, открыть веко, визуально его вытянуть. Я также смотрю, чтобы изгиб был не сильный такой, очень такой нежный, и как бы вот эта стрелочка у нас является продолжением последней реснички, подчеркивая глазки. Также мы знаем, что на веках у нас есть опасные зоны. Это как раз-таки вот это пространство, где красочка может поплыть. Здесь очень мало подкожной жировой клетчатки, очень тоненькая кожа, поэтому пигмент может легко мигрировать по сосудикам. Да и, конечно, ничего красивого не будет, если вы стрелку опустите вниз, а потом поднимете вверх. Получится такая вот некрасивая галка, очень грубая. Так, я намечаю направление стрелочки с одной и с другой стороны. Я отметила только направляющую, еще растушевку не делала. Сейчас такую же направляющую надо перенести на другую сторону, чтобы все было максимально симметрично. По такому же принципу я провожу эту линию и, конечно же, ориентируюсь на глазик, который мы уже с вами нарисовали, чтобы все было максимально симметрично. Я наметила направляющую и начинаю немножечко подштриховывать от нее на подвижное веко, как бы имитируя растушевку. Чтобы это было более гармонично и мягко, я подтушевываю слегка смоченной ватной палочкой. Мы отрисовали финальный эскиз, и как мы видим, одно веко чуть более закрытое, опущенное, вот здесь имеется складочка, а на другом веке глазик более открыт. То есть мы могли бы выдвинуть чуть подлиннее нашу стрелочку, но так как все-таки с другой стороны веко чуть опущенное, мы, конечно, ориентируемся именно на него. Сильно стрелки не выводим, иначе будет преломление стрелочки, и она будет такая не очень ровная. Я отрисовала эскиз, и после этого я фиксирую ребро своей стрелочки с помощью вот такой плоской кисти и корректора. Корректор может быть абсолютно любой, самое главное, чтобы он был плотный, не размазывался. Можно даже броу-пасту использовать. Я немножко промокну. И в открытом виде я выравниваю еще больше вот это ребро, чтобы было ровно-ровно прям.
учитывая даже вот эти небольшие складочки. Таким образом. Вот лежа эскиз видно еще лучше. Я сейчас возьму хирургический маркер, который прям держится до конца процедуры, и отмечу границу моей растушевки. Отмечу, во-первых, кончик, где у меня будет конец стрелочки, чтобы не увести его дальше. И от этого кончика вот так вот треугольничком до середины века мы должны растушевочку завершить. Иначе, если вы вот так вот будете напылять, будет вот так горбом некрасиво лежать пигмент, и визуально глазик будет как будто глубоко посажен. Нам же наоборот нужно визуально вытянуть глазки, сделать их более открытыми, красивыми. Так, я наметила точечками. Ну и смотрю примерно, чтобы было все одинаково. Растушевку век будем делать 3 оттенками. Самый важный оттенок — это номер 3. Пигменты Ханафи by Ольга Костенецкая. Специально разработанные пигменты для растушевки век. Такие прям коричневые, красивые, шоколадного цвета. И заживают они тоже красивым коричневым цветом. Вот. Также Golden Blonde. Он такой прям желтый, на желтой основе, светлый. Мы им будем выводить кончик стрелочки, чтобы такой нежный переход был. И стрелочка как бы растворялась в воздухе. Ну и Deep Black номер 7, это чистый черный цвет. Его мы будем укладывать уже в конце, как бы затемнять вот эту всю растушевку, выставлять акценты и затемнять именно ресничный край, делать межресничку и немножечко уголочек подтушуем, чтобы был прям вот объем, такой красивый акцент. Сегодня, кстати, я буду тестить новые картриджи. Это картриджи компании Defender, Soft Membrane называется, то есть мягкая мембрана. Посмотрим их на деле, насколько она мягкая. Кстати, сегодня мы потестим этот картридж на процедуре, а в следующем ролике, я думаю, сделаем сравнение предыдущей версии картриджей и новой. Прям разберем картридж и посмотрим его внутренности. Мне тоже очень интересно, что же там внутри. Никогда этого не делала. Так. Значит, диаметр у меня 0,30, заточка LT. Работать я буду машинкой Cheyenne Solterra. Глазки делаю обычно длинноходом, мне очень нравится. Зарядила иголочку и настраиваю вылет. Эксцентрик на этой машинке 4,1, то есть машинка длинноходная, поэтому я себе могу позволить большой вылет. Ну, я поставлю где-то 3,5 мм. Сначала начинаю фиксировать ребро стрелочки. И его мы фиксируем оттенком коричневым, не самым светлым, средним оттенком, который номер 3. Глазик вот так закрываю, чтобы не стереть мой эскиз. И втыкаюсь, как бы вхожу в кожу, втыкаюсь, такое грубое слово, в серединку моего ребра. Почему в серединку? Потому что я еще не чувствую кожу, не знаю, как ей работать, только выстраиваю предположение, что кожа очень тоненькая. Я топчусь на одном месте, чтобы линия получилась более насыщенная, чтобы мы ее хорошо зафиксировали и, соответственно, не потеряли эскиз. Возвращаюсь туда и обратно. Но обязательно нужно проверять свою линию. Так, я намочила ватную палочку и немножечко вытираю, смотрю, как у меня зафиксировалось. Сильно ярко эта линия не должна оставаться, конечно, потому что мы не хотим какой-то акцентный макияж, мы не хотим выражать эти стрелки. Нам нужна легкая линия, как бы граница, от которой мы будем укладывать нашу красивую вуальную растушевочку. Ну и после этого я линию увожу кверху. И вот до красной точечки, которую мы с вами себе отметили, я должна эту линию свести на нет. То есть на конце я прям увеличиваю немножечко амплитуду штриха и вывожу тонким хвостиком на нет. То есть в светлую линию. Можно посмотреть, что у нас получилось, и немножечко довести в кое-каких местах
Пока, честно говоря, я особой разницы между картриджами не заметила, но посмотрим, что будет потом. В принципе, предыдущая версия картриджа меня тоже более чем устраивала, особенно на волосковую технику. Ну все, я могу смело протереть, линия у меня на месте. И потом немножечко растушевать от этого ребра, как бы повредить легонечко кожу. И потом мы уже сможем нанести вторичную анестезию и спокойно продолжить работать. Немножко так краску плюет. Не знаю, с чем это связано, пока не буду грешить на картридж. В принципе, у меня все настройки машинки верные. Краска бывает плюется тогда, когда очень большая скорость, и она просто не успевает за вами, точнее вы не успеваете за ней. Либо, например, там маленький вылет иглы совсем, но здесь у меня все верно настроено. Я вот такими мелкими штришочками немножко разбиваю как бы вот эту линию, работаю в коже, не выхожу. То есть на глазах очень важно прям миллиметрить и работать очень-очень осторожно, аккуратно. Любое неверное движение и может произойти там отек, покраснение. Конечно, это все помешает уже там в дальнейшем даже сфотографировать свою работу красивую, да и вообще укладывать пигмент, конечно, с отеком гораздо сложнее. Самое сложное место для прокраски это как раз-таки вот этот уголок. Тут надо прям подольше потоптаться, чтобы уложить пигмент, потому что хуже всего здесь он вбивается в кожу. Чуть-чуть подтягиваю большим пальчиком за уголочек, а указательным пальцем немного прижимаю как бы веко, и реснички у меня теперь смотрят в потолок. Таким образом я прям подлезла на межресничку. Нам нужно тоже немножечко ее зацепить, но сильно мы ее не прокрашиваем, потому что как раз от межреснички и идет весь основной отек. Сейчас очень важно закрасить именно вот эту зону, где у нас будет располагаться красивая тушевка. Этим темным цветом прям до самого кончика я не поднимаюсь, потому что эту зону мы будем уже штриховать самым светлым нашим пигментом, таким желтеньким. Он так красиво в конце подсвечивает веко, такой золотистый оттенок, и фотки очень красивые получаются, и заживают очень классно. Аккуратненько мы убираем ватной палочкой все это. Сильно не трем веко, конечно. От протираний тоже может возникнуть отечность. Вот посмотрите, сколько угол мы красили, да, ничего не осталось. Это то, про что я вам говорила. Значит, нужно потоптаться еще чуть подольше в уголочке. Сейчас моя задача разбить вот эту линию, вот это ребро, чтобы как бы она была прям литой с растушевкой с нашей. И сильно не выделялась. Отходя уже чуть дальше от нашего ребра, я начинаю немножечко поднимать иглу, чтобы, соответственно, получались пиксели. Когда мы работаем в коже, не поднимая иглы, у нас получаются более контурные линии. Конечно, чем дальше от линии, тем рассеяннее лежит пигмент, поэтому мы его уже машем, но не перебарщиваем. Помним, что веки очень нежные, особенно в данном случае. Кожица тоненькая, прям такая сосудистая. И мы работаем мелкими-мелкими такими шажочками. Самая основная работа это как раз вот этим коричневым цветом, который мы сейчас используем. Потом уже будут такие штрихи, как бы выделение объема. Будем использовать черный цвет для затемнения межреснички и создания акцентов. Более светлый цвет для такого тонкого хвостика. Но большая часть работы именно вот этим цветом основным проходит.
Веко начинает чуть-чуть подотекать, как мы видим, прям очень оно чувствительное. Как вы только замечаете отек, сразу можно нанести вторичную анестезию, тем самым сосуды сужаются, покраснение уходит и отек тоже исчезает. Я буду использовать новую анестезию. Это анестезия от американского бренда Corona Colors. И мне она уже очень нравится по вязкости. Она такая вот прям очень вязкая. И на глаза такая анестезия самое то, потому что она не будет стекать в глаз. А мы знаем, что бывает, когда анестезия попадает в глаз. Кстати, можете посмотреть страхи перманента век, только сильно не пугайтесь. Самое главное правильно работать и правильно наносить анестезию. Я использую ватную палочку, прям промакиваю излишки анестетика о перчатку. Сильно не нужно здесь замораживать, прям слегка. Так промазываю и жду. Ну, как и всегда, нужно подождать минутки 3. А пока, чтобы не терять время, мы закрепим второй глазик. На этом глазу я буду выполнять то же самое все. Я наметила ребро стрелочки и сейчас точно так же разбиваю его мелкой растушевкой. Кстати, обратите внимание, здесь у нас такая почеркушка от старого татуажа, прям такая линия синяя. Мы ее, конечно, потом будем закрывать сначала коричневым слоем, чтобы приглушить синеву, а потом уже черным пигментом в самом конце затемним, чтобы она сильно не выделялась. Наношу растушевку я также использую положение машинки 90 градусов относительно кожи. Таким образом получается прям так пиксельно, точки выглядят ровно. Ну и в общем-то могу немножечко делать наклон, например 85 градусов в тех местах, где пигмент плохо вносится. Например, мы с вами выяснили уже, что плохо вносится на уголочки, вот в этом месте, да. Тут надо прям долго-долго топтаться. И плохо выносится над ресничным краем. Вот здесь прям такая плотная очень кожа. И надо тоже постараться, чтобы пигмент эффективнее влетал в кожу. Вот в этих местах, да. Немножко делаем наклон 85 градусов. И прям топчемся, топчемся, топчемся на одном месте как можно дольше, не поднимая иголочки. Тогда будет пигмент сразу ложиться плотнее в кожу. Но аккуратно, чтобы не нанести излишнюю травматизацию веку, особенно такому чувствительному, возрастному, да, как мы сейчас видим. Также для быстрейшего внесения пигмента я могу использовать технику барашков. То есть, не выходя из кожи, на одном месте мы как бы рисуем вот такие кругляшочки. Сейчас даже на перчатке на своей покажу, чтобы было нагляднее видно. Вот видите, насколько плотно вносится пигмент. Я подштриховываю уже подвижное веко над ростом ресниц, над этой линией роста. Пока на межресничку не спускаюсь, потому что она у нас самая такая сосудистая и отечная. Ее будем делать уже после того, как уложим красиво растушевку на все веко, чтобы получилось менее травматично. Ну а сейчас, проработав на этой стороне, я также нанесу анестезию аккуратненько ватной палочкой, либо микробрашем, как вам больше нравится, и перейду к нашему первому глазику. Мы видим, что сюда кое-что уже уложилось, усадился пигмент, но здесь вот такие пятнышки есть от старого татуажа, чуть-чуть есть покраснение, но это вполне допустимо. На возрастном веке все-таки частенько бывает покраснение, потому что очень нежная кожа век у нас тут.
Мы продолжаем растушевывать, затемнять это ребро и затемнять уголочек века. Теми же самыми движениями натягиваю кожу и мелко-мелко, могу барашками также, там, где мне нужно поплотнее, я укладываю этот пигмент в кожу, уже довожу до идеала. Сейчас как по ощущениям, кстати? Я не чувствую. Да? Прекрасно. Веки мы стараемся протирать за один раз, не нужно тереть глаз, иначе, да, я говорила, можно добиться отека таким образом. Я прикладываю либо ватную палочку, либо ватный диск, немножко размачиваю как бы этот пигмент и одним движением, очень легким, вот так вот вытираю. Ну и продолжаю работать. У нас уже достаточно коричневого пигмента уложилось, прям уже хорошо, но, конечно, еще недостаточно. Мы прорабатываем ребро. Чтобы лишний раз не протирать, я немножко перейду на подвижное веко и прокрашу зону над ресничками. Тем более у нас здесь есть остатки такого старого холодного оттенка татуажа. Мы сюда уложим наш коричневый, красивый, теплый пигмент. И вот эта серость старая нейтрализуется. Будет самое то по заживлению. Я вот этим коричневым прорабатываю серединку, как бы напыляю основу. Соответственно, ближе к росту ресниц этот коричневый у меня лежит гораздо плотнее, нежели чем там повыше. Поэтому здесь я чуть подольше работаю. Здесь больше у меня слоев и более мелкий штрих. Чем мельче штрих, тем плотнее у нас пиксели лежат друг к другу, тем меньше расстояние между ними. Соответственно, получается более линейно и ярко. Вот повыше я уже, видите, размах делаю такой побольше, чтобы пиксели так легко-легко лежали. То есть не было границы жесткой. Вот коричневая полоса и все. Нам ведь надо будет внахлёст потом светлый сверху укладывать, темный. И чтобы сделать прям красивый переход, мы делаем разброс пикселей. Здесь опять у меня техника барашек пошла в ход, да, ну чтобы быстрее уложить этот угол, а то прямо у нас так много уже проходов здесь сделали. Ну так обычно и бывает. Все-таки самое такое сложное место. Веко чуть-чуть я придерживаю, чтобы оно у меня не дергалось, никуда не убежало. Бывает такое, даже непроизвольно у клиента веко ходит ходуном. Но здесь все нормально, нечувствительно. Даже с таким минимальным количеством анестезии, как видите, клиентка спокойно лежит. Вот я потихонечку промакиваю пигмент, протираю и смотрю, где же у меня еще остались пробелы, чтобы пигмент лежал равномерно, хорошо, красиво. Вот пигмент бывает чуть-чуть плюется, я думаю, все-таки это из-за картриджа. Не могу, конечно, основываясь на одну процедуру, дать однозначный ответ по поводу этих картриджей. Но такое ощущение, что предыдущая версия мне нравилась больше. Но, конечно, будем смотреть в процессе. Надо попробовать еще на бровях и на остальных зонах. Смотрите, крыло у меня уже готово. И мне нужно на подвижное веко то же самое затемнить, да, чтобы равномерненько было около ресничного края. Я немножко добавляю барашковыми такими движениями. Сильно много не надо, иначе будет горб, да, как мы уже с вами проговаривали. Прям сводим на нет так треугольничком. Так, я нанесла вот этот основной коричневый цвет. Мне его уже достаточно. Сейчас я макну в нашу единичку, в самый светлый такой желтоватый золотистый цвет и немножечко проштрихую
на первых кончик, на вылет полупрозрачненько. И проработаю вот эти выходы, то есть границу коричневого цвета, чтобы был плавный такой градиент. Я работаю немножко внахлёст уже на имеющийся оттенок, который мы нанесли, ну и вывожу его на чистую кожу, не прокрашенную, чтобы прям вот эта граница растушевки у нас как бы растворялась в воздухе. Много сейчас прокрашивать не буду, буквально один проходик. Тут еще результата особо нет в плане яркости этого цвета. Мы сейчас нанесем все-таки вторичную анестезию, потому что немного стало чувствительно. Я вижу, что пошли покраснения, небольшая отечность, поэтому это знак для того, чтобы нанести вторичку. Так, ну что, тот глаз мы доработали до такого же состояния, как и этот. Я перехожу, опять возвращаюсь, точнее, к первому нашему глазику. Немножко вот так расписала машинку на ватном диске, чтобы убрать излишки вот этого темного коричневого цвета. И набираю в колпачок светло-коричневый цвет, вот этот золотистый, на желтой основе. Моя задача сейчас растянуть вот эту коричневую растушевку, прям вот на нет ее свести. И я работаю сейчас уже такими длинными стежками, потому что чем длиннее стежок наш штрих, тем больше расстояние между пикселей, тем вуальнее получается напыление. Поэтому я натянула, легко-легко вот так вот прорабатываю вот эти границы коричневого цвета, прям внахлёст. Немножко захожу на растушевку, чтобы плавный переход цвета получился. Вот у нас получается так вот нежно-нежно. Я проработала краешки, как видите, это очень быстро, нужно совсем чуть-чуть. И опять промою иголочку, сейчас уже наберу черный цвет и доделаем прям до идеала, доведем. Что мне нужно черным цветом прорисовать? Это нижнюю часть ребра, вот этот уголочек. И как видите, я этот черный усаживаю уже на такую плотненькую коричневую растушевку, и это мне обеспечивает прям прекрасное заживление без капли серости, потому что у нас уже есть теплая достаточно подложка. Вспоминаем, там, где нам нужна плотность, мы не выходим из кожи и мелкими-мелкими шажочками прорабатываем. Можно барашками, можно просто потоптаться на одном месте, но сам факт в том, чтобы вы из кожи не выходили и укладывали мелкие штрихи, наслаивая их друг на друга. Не больно? Я пошла сейчас закрашивать межресничку. Межресничка прокрашивается точно по такому же принципу. Мы не машем и не пашем кожу. Самое главное. Вот мы сделали первый проходик межреснички. Посмотрите, практически она готова, но есть небольшие дырочки, так их обзовем, непрокрашенные места, где нужно еще поплотнее прям усадить пигмент. Но я мучить не буду клиентку, нанесу немножко еще анестезии, потому что межресничка чувствительная, и мы ее еще не обезболивали.
И перейду пока на тот глазик. Доделаем тоже. Я вернулась к нашему первому глазику. Здесь мне нужно только чуть докрасить вот эти пробелы на межресничке. Я таким же способом, не выходя из кожи, их прокрашиваю, плотненько усаживаю пигмент на те места, в которых есть пробелы. Протираю, конечно же, смотрю, как улегся пигмент, чтобы все было равномерно, чтобы не было дырочек никаких. Соответственно, от этого и зависит заживший результат. Вот мы видим, что линия уже наполненная, но есть где-то неровности, и в серединке также присутствует пробел. Мы сейчас это устраним, и наша растушевка будет готова. Я межресничку доделала, но мне хочется немножко растушевать вот в этом месте из черной межреснички, чтобы более плавный был переход. Поэтому я немножко прям, выходя из межреснички, растушевываю на подвижное веко, как бы такую пыль наношу черным цветом. И у меня более плавный переход получается. Ага, это готово. Вот на том глазу немножко вот эти вот точечки от старого татуажа остались. Когда эти веки заживут, я думаю, мы прям лазером капельку прям чуть-чуть стрельнем, чтобы их убрать. Они быстро уйдут с одного раза. Просто не хочется вам вот так все веко закрашивать, потому что они прям вот так бугорком как будто лежат. Некрасиво. А я поплавнее прям вот так вывела. Вот такой результат у нас получился. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.